О том, кто такая Зоя Космодемьянская, я думаю, рассказывать не нужно. Это героическая советская разведчица, которая подверглась ужасным издевательствам и пыткам. Космодемьянская до последнего вздоха оставалась преданной своей родине. Она первая из женщин была удостоена звания Героя Советского Союза посмертно. Нацисты до смерти замучили несчастную девушку, а она не выдала никого. Однако кто-то все же выдал ее немцам. И сегодня мы с вами узнаем, кем был этот доносчик. Будущая разведчица Зоя родилась 13 сентября 1923 года в селе Осиногай Тамбовской губернии. В 1941 году девушка вступила в разведгруппу. Известно, что Зою не сразу приняли в секретное подразделение, но благодаря своей настойчивости Космодемьянская смогла попасть в разведывательно-диверсионную часть. Обладая бойцовскими качествами, Зоя хорошо проявляла себя на заданиях. Она четко выполняла все поставленные командиром задачи. В середине ноября группа диверсантов получила задание сжечь все деревни, в которых находились немцы. Космодемьянская вместе с боевым товарищем Васей Колубковым, а также руководителем группы Борисом Крайновым отправились в деревню Петрищево. Ребята должны были осуществить поджог деревни с 3 сторон. В Петрищеве был расположен штаб 332-го пехотного полка 197-й немецкой дивизии. Выгнать нацистов на мороз, уничтожив радиоцентр, конюшню и другие объекты инфраструктуры. Таким было задание разведчиков-диверсантов. Зоя должна была подойти к деревне с юга, Колубков с севера, а сам Краснов взял на себя центр. Быстро справившись со своей частью задания, командир вернулся в установленное место встречи и стал дожидаться Зою и Васю. Через некоторое время вспыхнула южная сторона деревни, а вот Колубков поджог не осуществил. Крайнов ждал ребят до самого утра, но ни Зоя, ни Василий к месту встречи не вернулись. Тогда командир отбыл в штаб один. Впоследствии оказалось, что Космодемьянская была схвачена немцами. Колубков же после 2-месячного отсутствия вернулся в штаб группы. По одной из версий, Космодемьянскую сдал староста деревни Семен Свиридов, у которого в доме квартировали немцы. Зоя успела поджечь радиоцентр, автомобиль и конюшню и уже собиралась уходить в лес, когда ее заметил Свиридов. В тот момент она была на окраине деревни, и при ней не было ничего, что позволило бы немцам заподозрить ее в причастности к поджогу. Но по наводке старосты Зою все же схватили. При благоприятном стечении обстоятельств все могло бы закончиться хорошо. Но гитлеровцы откуда-то узнали, что она является членом диверсионной группы. Такой информацией Свиридов не владел, а значит, Зою сдал кто-то другой. Вернувшись через 2 месяца в штаб, Вася вызвал подозрение у командира своим странным поведением. Когда у него спрашивали, что с ним произошло, он постоянно путался в своих рассказах. Но что самое главное, Колубков ни разу не спросил, что произошло с его товарищем Зоей Космодемьянской. Теперь Васю стали подозревать и сослуживцы. К нему начали присматриваться, следить за каждым его шагом и постоянно задавали провокационные вопросы. В конце концов, после месяца намеков и подозрений, предатель не выдержал и признался, что именно он сдал немцам Зою Космодемьянскую и своего командира, который чудом успел уйти. Схваченная немцами по наводке своего в кавычках товарища Зоя подверглась долгим и ужасным пыткам, избиениям и в конце концов была казнена. Нацисты загоняли ей иглы под ногти, которые потом вообще вырвали. По несколько часов методично избивали и отрезали грудь. Но девушка стойко вынесла все зверства и не сказала немцам ни слова. 29 ноября 1941 года, собрав всю деревню на площади, нацисты прилюдно казнили ее. Перед смертью Зоя произнесла фразу, навеки оставшуюся в истории: «Нас 200 миллионов, всех не перевешаете, за меня отомстят». В уголовном деле номер 16440 есть подробно зафиксированная стенограмма допроса Васьки Колубкова. Согласно ей, Стукач не только рассказывал немцам о себе, но и сдал своих боевых товарищей Космодемьянскую и Крайнова.
Примерно в это же время немцы схватили Зою в Петрищеве, и благодаря показаниям Клубкова они уже знали, что перед ними не просто девушка, а диверсант-поджигатель. Васька без колебаний опознал ее, когда немцы привели Зою в штаб для допроса, и заявил, что им обоим было приказано поджечь деревню. Более того, болтливый предатель выдал секретную информацию, касающуюся их части. После того, как Клубкова арестовали, его несколько раз допрашивали. Следователи выяснили множество интересных фактов. Например, вскрылось, что немцы завербовали Васю и 2 месяца готовили к шпионской работе в тылу Красной Армии. Вот почему он и потерялся. Вот выдержка из показаний предателя Клубкова. «Я сказал, что послан разведотделом Западного фронта, расположенного около станции Кунцево. Часть насчитывает 400 человек. Готовит и перебрасывает в тыл к немцам диверсионные группы по 5-10 человек. Да, офицер спросил меня, она ли это и что мне известно о ней. Я сказал, что это действительно Космодемьянская, которая вместе со мной прибыла в деревню для выполнения диверсионных актов, и что она подожгла южную окраину деревни. Космодемьянская после этого на вопросы офицера не отвечала. Видя, что она упорно молчит, несколько офицеров раздели ее догола и в течение 2-3 часов сбивали резиновыми палками, добиваясь показаний. Космодемьянская сказала: «Убейте меня, я вам ничего не расскажу». После Зою куда-то увели, и я ее больше не видел, рассказал на допросе Клубков Василий. Вина предателя была полностью доказана. 3 апреля 1942 года военный трибунал Западного фронта приговорил бывшего красноармейца войсковой части 9903 Клубкова Василия Андреевича на основании статьи 58.1б УК РСФСР «Измена Родине» к высшей мере наказания – расстрелу, без конфискации имущества за отсутствием такового. Приговор, являясь окончательным, обжалованию не подлежал и был приведен в исполнение 16 апреля 1942 года. Часто невиновные признавали вину под давлением следователей НКВД. Именно поэтому спустя годы многие дела в кавычках «врагов народа» пересматривались, людей реабилитировали. Но случай с Клубковым особый. Он признался сам, а в немецкой картотеке были найдены его отпечатки пальцев и фото. Перед отправкой завербованных шпионов фашисты всегда составляли на них досье. Не остался безнаказанным и староста Семен Агафонович Свиридов, лесоруб Верейского лесхоза, участвовавший вместе с немцами в захвате Зои Космодемьянской. Военным трибуналом войск НКВД Московского округа он был приговорен к расстрелу и казнен 4 июля 1942 года. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться. До новых встреч!